ребята. Время 5 утра, я еду на автобусную станцию. Я отвыкла от таких поездок, если честно, потому что пытаюсь уснуть перед тем, как куда-то, перед какой-то поездкой, если я хочу заснуть и поспать хотя бы часа 3, это никогда не получается. Сегодня это был час. Я встала с красными глазами. Вообще, если честно, никакая. Это еще не начался мой гоночный сезон из одного штата в другой. Сегодня я уезжаю в прекрасную горную местность под названием Манди, это в штате Химачал-Прадеш, к моему знакомому, который меня звал в свою семью уже 2 раза я обещала приехать, но поменяла планы. Вчера я почти отменила автобус, но в итоге еду. Наконец-то он меня дождется. Мы встречаемся с ним в Манди и едем еще 20 километров к нему в деревню. Что будет потом, расскажу. Знаете, я вчера хотела записать, что меня удивляют кабачки на деревьях, да? Всех они удивят, понятное дело, кабачки на деревьях. Я хотела что сказать, что, наверное, день, когда я буду перестать удивляться, можно будет смело назвать моей смертью. Потому что моя жизнь только состоит из удивления. Я по-другому я становлюсь зомби. По-другому я теряю, кто я есть, и меня накрывает депрессиями, я начинаю жить не своей жизнью. Мне нужно каждый день чему-то удивляться, вот. Секрет рефлектора, кстати. Секрет рефлектора состоит в том, что рефлектору нужно каждый день искать то, чему он может удивиться, или его это будет находить само. Так вот, я такая и есть. И если этот процесс остановится, то остановится мое развитие. Если остановится мое развитие, то я умру. Сначала морально, потом физически. Или, может быть, сначала физически, а потом уже морально будет вместе с физическим. Вот. Просто я считаю, что человек должен развиваться всю свою жизнь, не останавливаясь. И если этот процесс останавливается, то все. С утра у меня все так логично, то все, ребята, да. Мы прошли. Так, здесь, видимо, можно купить билеты и Панджаб. Понятно. Здесь табло. Шимла. А где мой автобус? Его нету. Санипат. Чандигар. Что за бред? Пойду узнавать, короче. Можно купить всякую книжную литературу, чтобы в дорожке почитать. Кстати, может, что-то интересное будет про нутрициологию. Мужчина. Меня, короче, отправили на автобус, сказали, просто иди. Я говорю, куда? Непонятно. Эскалатор. Плюсы кондиционер, который воняет какой-то херней. И розетки. Везде. Мой друг сказал, что он мне забукал сиденье с возбужденным, типа мои соседи, один будет возбужденный мужик, а второй маньяк, этот похититель. Я говорю, твою мать, где меня потом искать? Такие автобусы, такие туалеты. Охуеть, в таком туалете я еще не была. Какое тогда здесь интересно кафе? Нет, не интересно. Короче, время 5 вечера, я с 3 утра была в дороге, на автобусе ехала. Сейчас зашла в кафе. Я хер его знает где, какой-то чок. Я приехала к своему другу в деревню, который мне туда уже много раз звал, как я и говорила. Любитель животных, любитель каучсерфинга, приглашать к себе гостей из разных стран и все. То есть это прям деревня, где-то вот даже вдали от деревни. То есть я приехала в деревню, а эта деревня вдали от деревни. То есть там вообще глушь. И я не знаю, каким образом он выходит на иностранцев, но оказывается, что я здесь не одна, оказывается, еще какой-то американец или американка ходит по той деревне, в которой я сейчас нахожусь. Тут куча народу. Господи, как я отвыкла от Индии. Реально, я себя с первого дня, вот когда я сюда приехала, я себя сразу закинула в стресс, понимаете? Вот сразу закинула в стресс. Я думаю, что я молодец. С одной стороны, а с другой стороны,
Все. Я завтра буду спать, короче, в деревенском сеновале. И нахрен. Все удивлена, что в какой-то деревне я нашла кофе из кофемашины. Реально, Индия просто прогрессирует. Но это прям деревня. А в меню здесь то, что я не ем. Это пиццы, это пасты. Хорошо, что я с собой сделала сэндвичи сегодня. Нормальные. Это сэндвичи, это роллы. И какие-то, кстати, турецкая кабас. Я вообще в шоке. Я не знаю, что за кабас такие. Нон-ведж. Грилит фиш, кстати. С креветки. Ну, это вряд ли вообще свежее. И вряд ли оно вообще есть. О, омлет, кстати, 50 рупий стоит. Нормально. Мы встретились и едем в Локалбасе. Я никогда не путешествовала в Локалбасе. Боже. Такие подранные сидуши, все такое старое. Hello, this is Yaman, my friend. Yeah, привет, привет. Короче, мы приехали. Ничего не понятно, куда мы приехали. Автобусы вот на таком городском автобусе. Автобусы к нему не ходят в деревню. Сейчас время 6:35, уже поздно. Поэтому мы будем сегодня в его доме дяди. We will stay at your uncle house, right? Yeah, maternal uncle's home. Yeah. Мы будем у него, у дяди дома сегодня. Так, у нас подготовка к Дивали идет. Я вам снимаю то, что продают на улицах в какой-то деревне, в которой мы вдвоем иностранцы за все ее время, наверное, за все время существования этой деревни. Выглядит, конечно, офигенно, но это все в течение дня стоит в пыли. Поэтому, ну, Яман, мой друг, с которым я приехала, сказал, что это лучше не покупать, потому что качество, говорит, плохое. Но выглядит круто. Какие-то, как типа, грецкие орешки в... Ой, или чернослив. Ну, это, скорее всего, просто тесто. Это что-то вроде халвы, короче, индийской. Вот. Как она называется? Драйпета. Не знаю, как это точно называется. Но выглядит все вкусно. Я такой... Ну вот, типа, коробка собранная. Я такой, конечно, не ем, но... Я очень голодная просто. Мы идем... Подготовка к Дивали. Мы идем ужинать. У Ямана в гостях. Там борьба идет. А это их божество считается. Дети совершают молитвы. Интересно. Итак, мы заходим на ужин. Опс. О, здесь надо видеть. Zucchini. Доброе утро. Я проснулась. Время 8. Я застилаю кровать. Чтобы вы понимали, в горах люди живут. Они не стелят ни пододеяльников, у них ничего нет. Я не знаю, годами или месяцами они просто спят под одними теми же одеялами. И никто не думает о том, чисто это или грязно, или что. Ну, максимальная простота вообще. Видите, стены как бы. Я же не в первой индийской семье уже. Это Харидвар. Это какие-то дети. То есть все максимально вообще просто. Такая старая российская деревня, знаете. Ребят, очень отвыкла от такой жизни, очень отвыкла от жизни в деревне. Сейчас чувствую себя... У меня уже какое видео, я говорю о том, что я на нервах. Но реально, я не знаю, какие-то 2 месяца у меня в жизни были. Я так поменялась, я сама это осознаю. И мне немного страшно становится.
Мне нужен комфорт, мне нужно уют, мне нужно все чистенькое, глаженькое, чтобы я 2 раза в день в душ сходила, если хочу. А здесь этого всего нет. Но зато такая красотень. Смотрите, вообще шикарно. Сейчас я приду в себя. Сейчас еще денек. Ах ты, кабачки на дереве растут. Нифига, прикол. Меня боится, кто-то меня встречает и разговаривает со мной. Думаю, это перчик красный. Это. Говорят, ты одна приехала? Я приехала с другом, у которого жена из Непала. Сосед такой говорит, ты, говорит, это жена его? Я говорю, да. Что похоже на непалку узкоглазую, что ли? Ой, как тут круто, блин. Мне уже этих видео с деревнями куча. Люди вообще охреневают, здесь не бывает туристов. Намасте. Сегодня же Дивали еще. Надо всех поздравлять. Хэппи Дивали. О. Красотень. Кто-то музыку там настраивает. Такой этот пис. Что-то национальное заиграла детская музыка. Класс, у них почему правда кабачки на деревьях растут, у меня истерика. Наверное, это не кабачки. Но на вкус это кабачки. Почему они растут на деревьях? Знаете, я вчера хотела записать. Я нашла интересный процесс. Процесс заготовки сена на дереве. Почему на дереве, интересно? Это очень интересно. У индийцев в деревнях есть свои собственные мандиры, свои собственные храмы, то есть домашние. Может быть, это одна большая семья, и у них храм на 2 семьи. Но в целом каждый старается построить у себя на территории храм. И не только в деревнях, но и в городах. Блин, как у них классно. Тут здесь я разговаривала с товарищем. На прогулку выгуливать идут. Такой маленький. Коровка. We have white cow in my country. Black cow, I guess. But I don't remember this one. This one we don't have for sure. This color. Mm-hmm. Oh. Brown we have, but not this one. We have many kinds. Итак, добыча урожая за лето. Кукуруза выглядит не такой, как у нас. Она более крупная и более насыщенного цвета, яркого. Может, от того, что она сушится? Блин, я вижу снежные вершины! Офигеть! Класс! На дворе октябрь. Ну, вообще-то снег там лежит всегда, но меня каждый раз это удивляет. Так, вот этот процесс делается на Дивали, специально берется коровий навоз, слово забыла, и развозится по полу, а потом там рисуются узоры. Прикиньте. В каждый дом на Дивали приходят поздравлять. Сейчас какой-то ритуал будет. Ого. Это подготовка краски для того, чтобы покрывать потом пол, намазанный навозом, узорами.
Едем во второй дом сегодня. В дом моего друга. В его семью. Так, мы в деревню моего друга. Посмотрите, сколько кукурузы. Из нее, наверное, делают муку, выпечку, я так думаю. Ой, милая женщина. And this bus? Кто-то смотрит со скептицизмом, кто-то смотрит доброжелательно. В основном, кстати, что я заметила, по-другому происходит, что женщины смотрят доброжелательно, а мужчины со скептицизмом. Это когда я сегодня гуляла по холмам с утра. Вот я такое заметила. We can eat, but it's not ready yet, I guess. Мы тут по дороге находим, что поесть. Красота. О. Слушайте, горох даже не созрел. Внутри нет горошка, но я ем прям с кожурой. Это реально вкусно. Моя его деревня. Женя Родин, смотришь мое видео, опять будешь ржать, что я что-то жую. Но и без кружки чая сегодня. Пока. Very nice. Собственно, мы прибыли. В гору шли. Это его старый дом. Очень похоже на наши грузинские, там в Грузии, когда я была, на домики, которые тоже для скота место. Ну, да и в России также, в принципе. Встретили двух женщин. Не знаю, что за женщины, что-то какие-то родственницы. Домик для пчел там. Again, corn. О, кто там отдыхает? Дедушка его, но не такой уж он и стар. Прибыли. Я думала, мы будем идти километр. How many kilometers from bus station, do you know? 2 kilometers? I guess more than. Короче, сегодня трекинг прям у меня. С утра я заблудилась, вечером я в горах, там в холмах, вечером я тоже иду. Уже сколько, час, наверное. Итак, что-то похожее на нашу перловку. Кстати, реально похоже на перловку, но это твердо. Они сначала замачивают в воде, потом делают такую пасту, а из пасты делают бублики такие, как же они называются, что-то с моей памятью. Так, мы у Ямана во втором доме. Точнее, это не второй дом, до этого мы были у дяди с родственниками, а сейчас мы уже у него дома. Дом находится на горе, наверное, на самой вершине. Может быть, там еще больше, еще выше один дом максимум. Так интересно, в Индии выращивают овощи и вообще все выращивают. Получается, что все овощи, зелень и прочее, оно растет на холме. И грядки идут вниз. И вода, когда поливают, она сливается вниз вот так по грядкам, идет вниз, 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 и в итоге поливает все овощи по линии, по линиям. Итак, вечер. Мы добрались до дома Ямана. Такое имя, ударение все не пойму, куда ставить правильно. Вот, в общем, мы были в пути очень долго. Сейчас мы у него в доме, как оказалось, что он не совсем общается со всеми своими родственниками. То есть в Индии принято жить большими семьями. Это мама, папа, дедушка, бабушка, прабабушка, прадедушка. Я ухожу.
прогуляться немного. Вот, все живут вместе, но у него жена из Непала. То есть в Индии же принято находить жен из своей касты или из своей деревни. То есть не принято искать кого-то извне. Он сам нашел свою жену на сайте, не буду произносить этого имени, название. Вот, он сам нашел свою жену, поехал за ней на автобусе, 33 километра он ехал, пересекая границу Индии. И в итоге они вместе. Я думаю, что, скорее всего, это мое предположение, скорее всего, семья с ним не общается по этой причине, потому что они расстроены, он пошел против семьи. Это же у них реально считается пойти против семьи, когда парень выбирает себе жену сам, когда парень там говорит, допустим, отцу, что я не буду делать то, что ты хочешь от меня, то есть я не буду врачом, если отец хочет от него, чтобы тот был врачом. В Индии так принято, что дети, это как бы продолжение родителей. Что родитель скажет, то ребенок и сделает. И, соответственно, Яман, он такой человек, он, насколько я поняла, он вообще был рожден немного не от мира сего. То есть реально человек рожден в деревне был, представляете, вообще на холме. То есть здесь цивилизации никакой нет. Поблизости цивилизации тоже никакой нет. Телефонов тогда у них не было. То есть я не знаю, он стал фотографом, но с 2020 года фотограф. Сейчас он летит в Катар работать. Катар у нас это это страна арабская. Вот. А потом он, он другой, просто человек рожден. Вот есть люди, которые рождены в деревне, и они всю жизнь живут, вот деревенщины такие, всю жизнь они такие простяки, занимаются фермерским хозяйством, и как бы не осведомлены даже о том, что и вообще вовне происходит. А есть люди, которые рождены далеко в глубинках, но они были как будто бы, знаете, в них душу переселили какого-то там кладоискателя или какого-то путешественника или творческого человека. То есть как будто реально в них душа человека, который был творческим, который был там еще, не знаю, каким-то особенным. И вот эта душа вселяется в них, и люди тоже начинают жить такой другой жизнью, отличной от своего поколения, от своего населения, точнее, от своей вот популяции вот здесь локальной. Это очень интересно все на самом деле. Я не вдаюсь особо, я не люблю задавать вопросы людям, когда они сами не делают шаг для того, чтобы что-то рассказать. Я его знаю немного, то есть в основном общались в социальных сетях. Он очень такой правильный, очень такой воспитанный. Вот, я как бы не задаю много вопросов, вообще не задаю, в принципе, вопросов, задаю сторонние вопросы, не относительно семьи. Но, возможно, он мне что-то, конечно, расскажет, будет интересно послушать. Есть люди, которые вот любят до всего докапываться, да, они прям докопают, они зададут 1000 вопросов, узнают у тебя, что ты, откуда ты, почему у тебя там отец тот-то или его нету, мать там не мать. А есть люди вот как я пока мне не расскажут, я могу сидеть слушать там часами, днями, но я не могу людей провоцировать, то есть если я вижу, что они, говорят со мной на сторонние темы, я никогда не лезу в их личную жизнь. Я считаю, что это правильно, но с другой стороны, конечно, много информации утеряно. Вот такие дела. В общем, я здесь на один день. Сейчас расскажу вам еще одну историю уже в другом видео. У меня есть один знакомый, он живет в Германии, но родом он из Джайпура, из Индии, штат Раджастан. И он находится в Индии сейчас. Он такой же сумасшедший. Судя по нашим перепискам, я поняла, что каждый раз, когда я с ним общаюсь, я как будто бы с зеркалом разговариваю. То есть такие люди реально редки. Вот чтобы это было прям зеркалом, это реально большая редкость. Вот. И мы с ним долго решали, куда же мы в итоге поедем. Мы думали, что поедем как бы в небольшое такое путешествие. Хотели по каучсерфингу останавливаться у людей. Хотели поехать и жить в хостел. То есть максимально бюджетно. У него машина есть, он на машине. Вот, в общем, мы решили, что раз уж я здесь, вообще я до конца не думала, что мы встретимся, потому что он, как и я, он до последнего никогда не говорит, я серьезен на то, что на следующих выходных или на этих я поеду. То есть он просто срывается, куда-то едет, у него все так работает, как у меня. Но мы договорились, что он приедет в Шимлу. Шимла находится где-то в 5 часах езды от того места, где я сейчас нахожусь. Вот, и завтра мы там встречаемся. Он сначала хотел поехать в Спити-Вали. Спити-Вали находится на севере Индии, между Непалом и Индией. То есть это самое высокогорье Ладак. Это самое высокогорье. Но Спити тоже. Может быть, там самый буддийский храм, который на самой большой высоте находится в Индии.
Вот. И дорога достаточно опасная. Мой знакомый сказал, что лучше не рисковать. Завтра мы просто встречаемся в Шимле, ночуем там одну ночь в хостеле, а потом мы едем, куда глаза глядят, на его машине. Будем делить бензин, проживание, питание, ну, соответственно, все. Вот. Если каких-то людей на каучсерфинге мы там объявление разместили, если мы каких-то людей встретим по дороге, мы тоже их с собой возьмем, чтобы разделить наше путешествие, финансовую часть. Вот. Ну и потом, естественно, будет веселее. Но он, конечно, такой сумасшедший. Он говорит, я хочу нажраться. Он типа живет с родителями, у него очень строгие родители, традиционная индийская семья, я так поняла. Он ведет блог на Ютубе, кстати, ссылку я тоже на него дам. Но, правда, ведет он на хинди, как и я. Я говорю, что ты на английском не ведешь? Он говорит, типа, это очень сложно, я не могу express myself, ну, типа, объясниться на английском языке так, как я на своем родном. Ну, то же самое происходит со мной, я не могу на английском языке рассказывать так доступно, как я могу это сделать на русском языке. Вот, ну, в общем, мы встречаемся завтра. Сейчас я пошла кушать омлет. Эман, кстати, вегетарианец, он очень защищает природу, он не использует ничего того, что вредит природе, то есть это, ну, кондиционера, понятно, у него нет, но он даже не пьет кофе, потому что там кофеин. Ну, то есть он максимально, у них телевизор находится под защитным экраном, представляете, то есть настолько он прям, ну, вот, серьезно на этом повернут, можно сказать, потому что это уже, конечно, совсем, вот. Ну, понятно, человек вырос в органике, в полнейшей, в экологически чистом районе, без какой-либо, без заводов, без всего. Естественно, он такой. Поэтому, вот, пойду есть омлет. И он решил мне приготовить омлет. Я говорю, слушай, ну ты так к животным относишься, ты их так любишь, там, ну, как ты будешь мне готовить омлет? Он говорит, нет, я типа, ну, вы мои гости. Ну, поэтому вот так. Итак, сегодня у нас ужин готовится. Традиционная печь. Непальская. И это самое. Что-то там лук чистит. У нас тут хэппи-дивали происходит. I cannot even imagine how it will work. I never seen this. I mean this style. You never seen this? The big, we have big one and like salute. Mm-hmm. Ты, боже. Low quality. Ой, не видно ничего. Балла называется. Так, у нас подготовка идет к Дивали. Дивали — это праздник света, праздник добра, победа над злым. Что тут у нас? А тут еще не зажгли. Ого, тут какой-то петард срывает. Победа над... Я напугана. Ой, она сейчас будет куда-то лететь. Ой. Оу! О май гад. Мне кажется, сейчас подорвут собственный огород. Там все сгорит. Кушаем тарпанир и водопав. Наверное, это важно. Ага. I lost the moment. You need a, what's it called? Like you need more. Oh my god. There is no one leave. Так, мы идем на автобусе с утра. Такая красотень, вообще бесподобно. Автобус, который сегодня не ходит. Но я надеюсь на то, что мне удастся его споймать. Один автобус до одного города, потом я еду в Шимлу. Жду своего друга, который, дай бог, из Дели приедет. Ой, из Джайпура, дай бог, приедет в 12 ночи. Блин, шнурок.
Доброе утро. Знаете, что самое забавное? Что мой автобус в 8 часов отправляется отсюда с остановки. Время 8:15. Мы пришли, говорят... Какой-то автобус приехал. Мы пришли на остановку, нам говорят, а сегодня автобус раньше приедет. А то, что время 8:15 уже, он отправляется в 8, это ничего. Я говорю, я вашего индиан тайминга никогда не пойму. То есть, если автобус отправляется в 8, и его нет еще час, то если он даже приезжает в 9, это он уже приезжает раньше, потому что он как бы успел раньше, чем запланировал опоздать. Ну, короче, это вообще комедия. Бесконечная канитель. В Индии постоянно, каждый день у них фестивали, какие-то походы, митинги, какая-то движуха, то они 1000 километров идут пешком, чтобы воды из Ганги набрать. О, чем занимаются люди, хер знает. Патриоты с флагами идут. Это какая-то правая партия, походу. Вон у них рука на флаге нарисована. Просто реально у каждого штата, у каждого города свои правила, свои фестивали, свои какие-то митинги, выборы и все прочее. Но этого не заканчивается. Короче, я приехала у меня голова уже не работает, в Шиму. Я могу подождать своего друга на автостанции, куда меня привезли. Но я пошла наверх. Excuse me, there is a road? Okay, thank you. С сумками. Твою мать! Как можно без мата снимать блог, я не знаю. Короче, я жду своего друга, я не знаю, когда он приедет. Я ему отправила одну локацию, сама поперлась вон наверх. Ну вот такая Шимла, нужно ходить постоянно.